Оце надо было так взбодрить меня с самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардиюа. Настало время экспериментов, и сегодня мы будем экспериментировать. Это Манки Кинг, Охотники и Синергия Кунг-Фу. И все это будет приправлено мантией короля, естественно. Об этой сборке мне писали в чате Телеграма, и я просил под одним из своих роликов, если вам интересно, то 50 лайков и я реализую. Вдруг кто не видел эту каточку, то в правом верхнем углу экрана будет, соответственно, подсказка для перехода на этот ролик. Если кто не видел, обязательно посмотрите. Потому что каточка интересная, в принципе, как и вся любая моя каточка. Она всегда интересна, да? В общем, на самом деле со старта мне сейчас довольно-таки неплохо все пришло, и я, по крайней мере, немного доволен. Какой план в целом реализации этого эксперимента? Сразу скажу, я пробовал по-разному. То есть перед тем, как сейчас вот попробовать записать этот ролик, я пробовал несколько траев. Каких? Сейчас объясню конкретно. Смотрите, можно начинать через зверей. Можно начинать через охотников. То есть то, что вам идет, от этого вы отталкиваетесь. Идеально, конечно, это вот как сейчас в этой катке у меня есть тайт. Дай бог он, конечно, придет. Ну, я на него, конечно, не сильно рассчитываю, но дай бог он придет. Лишним он явно не будет. Как минимум, это контроль. Как минимум, я могу поставить еще 4 морских сверху. Вы спросите, ну блин, в целом, если так подумать, то Манки Кинг, Кунг-Фу Охотники — это какая-то имба через мантию короля. И, честно вам скажу, вы будете совершенно правы. Будете совершенно правы. Знаете почему? Потому что такого развала кабинета я давно не видел. Вот честное слово. На всякий случай, кстати, я возьму жреца бога. Мало ли мне получится через лустрик поиграть, если не получится на винстрике поиграть, либо же там, знаете, на каком-то балансе. Короче, я думаю, тут и так вы все прекрасно поняли. И разъяснять об этом нет никакого смысла. Хотя на самом деле я бы продал и купил бы Лину. Еще бы лучше я бы все продал бы, взял бы уровень. Ну, ладно. Ладно. Что я хочу вот сказать из своих вот тестов? Ничего себе мне пришло. Сейчас, мгновение, подождите. Я, короче, сделаю как-то вот так сейчас. У меня есть орк-охотник. Вот так вот сделаю, возьму уровень. Поставлю этого орка-охотника. Минус... предмет на минус броню я сейчас закину в орка-охотника. У меня есть срок войны. И, в принципе, если этот тут орк-охотник соберется в двойку довольно-таки рано, то, в принципе, это будет винстрик. Потому что орк-охотник — это имба. Кстати, сразу хочу сказать, интернет у меня чего-то сегодня дико лагает. Прям, ну вот, не знаю, это моя вторая катка, которую я записываю. До этого я тестировал некоторые билды там интересные, которых мне писали в чате телеги. Но не суть то было. Интернет лагает ужасно. Чего лагает? Кто знает. Надеюсь, конечно, я с легкостью запишу эту каточку. По крайней мере, я на это очень надеюсь. А еще я надеюсь, что на одном дыхании все произойдет, потому что хочу вам показать, насколько это жестко, когда вам идет оно все. Но даже если не идет, то я думаю, мощь этого билда вы оцените по полной программе. По крайней мере, я вот хочу записать через охотников, а что-то охотники как-то мне особо не идут. Но есть гоблины, но тоже. Я бы хотел через халявные роллы. Ну, короче, как-то так. Не знаю, я бы Хускара, наверное, продал и все-таки поставлю Гримтача. А лучше даже не Гримтача, а может Тинкера. Да, я поставлю Тинкера. Мало ли. Ладно, вернемся к тому, о том, о чем я говорил ранее. Это плюсы и минусы этого билда. Почему я говорю, что это очень мощно? Это прям такой развал кабинета, что диву даешься. Во-первых, смотрите, когда вы берете мантию короля, у вас есть один волшебник, который считается демоном. И вот соедините плюс на плюс и получите что? Плюс. Получается, у вас есть, во-первых, демон, у вас есть охотники и у вас есть синергия кунг-фу. Кунг-фу и без того очень мощная синергия, которая, ну извините меня, под определенными предметами влейте самое мощное. Мощнее вы не найдете. Ну, только Свен Керри, там, через демонов, через драконов, в двоечку с аганчиком, с хорошими предметами. А кунг-фу, ну, немножко полегче будет синергия, ну, со своими приколами, конечно, но немножко полегче. И все равно она может разваливать «Будь здоров». Так вот, когда у вас есть один волшебник-демон, да, допустим, Гримтач, Леон, без разницы кто, есть Гримтач, Леон, то у вас будет следующее. Кстати. Секунду.
Как-то так сейчас сделаю свой билд через охотников. Может, это будет, конечно, хорошо, может быть, будет не очень. Я вообще надеюсь на то, что мне Тинкер в двойку придет там. Гоблин придет, ой, Гоблин придет. Короче, мне нужен Тинкер в двойку, мне нужен Клокер в двойку. Как только они в двойку поприходят, то будет все замечательно. В общем, во-первых, у вас есть демон, кунг-фу и охотники. Закидываем это все в Манки Кинга, закидываем Манки Кингу Аганим, либо же мы закидываем Манки Кингу Батл Фури, что тоже круто. Ну, вообще Аганим это прям имба, если вы его в тройку не собрали. Ну, да, собрать Манки Кинга в тройку, это я уже как-то... Ой, началось! А, не, нормально. Ну, Марси. Марси. И Омник есть. Я вообще на самом деле бы... А, понял. Да. То, о чем я говорил, ребят. Видите, насколько жестко лагает? Ну ладно, не суть. В общем, Манки Кинг через синергию охотников. Это почти тот же самый антимаг. Только антимаг будет, наверное, пожестче, чем Манки Кинг. Но, скажу так, я очень был удивлен, на самом деле, насколько Манки Кинг под охотниками и кунг-фу мощная синергия выходит. В данном случае, если у меня, конечно, получится, у меня получится собрать еще 4 морских сверху. То есть у меня будет выглядеть билд так. Кунг-фу, охотники и 4 морских. Манки Кинг, естественно, керри через мантию короля. Мало ли того, что у меня Манки Кинг будет бить палкой, и у него есть возможность пованшотать, так у него еще будет чистый урон стычки, потому что у меня будет один волшебник-демон. Ну, понимаете, да, о чем я говорю? А вот мантия короля как раз передает все синергии в одного персонажа. То есть у меня Манки Кинг будет охотник, кунг-фуист, демон, ну и все, что только можно прям ощущать. То есть вдруг кто не понимает, как работает мантия короля работает следующим образом. Все синергии, которые у вас активны в данный момент на столе, они передаются одному персонажу. То есть, если, допустим, у вас охотники никого, ну, на свои союзные фигуры не распределяются, например, там, тренд и тому подобное, то вы закидываете мантию короля в одного персонажа, и все. У вас тренд становится охотником. И в данном случае вы просто вдумайтесь. Манки Кингу, которому нужно, если вы в двойку вы собрали, 4 палки ударить, ну, 4 раза ударить, чтобы заюзать свою палку. И мы можем на мгновение подумать о том, что в данном случае Манки Кинг будет инкастово ее юзать. Мало ли того, что он ее будет инкастово юзать, так у вас есть еще огромный шанс, что вы ее, эту цель ваншотнете. Вот в чем, знаете, абсурд небольшой. Блин. Пока вам рассказывал, я хотел только что поставить 6 охотников и понял, что этого я сделать не смогу, потому что 6-то охотника у меня нет. Ну, гений. Вот иногда, знаете, тяжело что-то такое интересное рассказывать и не провтыкать немножечко момент. А вот один из них, кстати. Вот один из них, кстати. Тут еще собирают чел охотников, что мне, конечно, не нравится. Ну ладно, это такое. Это такое. Кстати, знаете, что я забыл сказать? У меня появилась небольшая идея, и я хочу увидеть ваш отклик на эту идею. Поэтому давайте, в виде лайков вы дадите мне ответ. Я хочу попробовать собрать билд. Это драконы, рыцари, маги. Старый очень билд. Если не будет чистого урона, то по идее это будет неплохо. А вот что думаете вы, давайте вы напишите в комментариях. Плюс покажите мне лайками. Соберется 50 лайков, я буду реализовывать этот билд. Не соберется 50 лайков, реализовывать не буду. Кстати, спасибо. Манки Кинг ко мне пришел уже на 10-м раунде. Боже, это... Я очень надеюсь, что это моя катка. Очень надеюсь на это. В самом деле, знаете, я могу даже стартануть не через охотников, я могу стартануть через зверей. Даже через зверей, я думаю, будет намного эффективнее, нежели стартовать через охотников. Ну да, в принципе, знаете, можно будет попробовать через зверей. То есть, если звери сейчас будут приходить, то я поставлю, наверное, зверей. Но я бы хотел поставить все энергию кунг-фу полную. Жалко, конечно, что, знаете, на 10-м раунде, ну, предмет второго тира убрали острые наручи. И убрали алое сердце. Но в данном случае, когда я буду играть через охотников... Чего? Чего? Как это понимать? Антимаг на 11-м раунде? А как же вообще ничего не прийти?
Да. Я такого поворота событий не ожидал. Я вообще не ожидал такого поворота событий. Прикиньте, мне пришел антимаг. Во-первых, на 10-м раунде ко мне пришел Манки Кинг. На 11-м раунде ко мне пришел антимаг. Обалдеть. На улице, наверное, град идет. Град, там дождь, не знаю, что угодно. О. Give me my money. Shut up and give me my money. Ай-яй-яй. Чисто бабки сюда, на базу. Ладно, я слишком много радуюсь. Похоже, моя радость в скором времени закончится. Знаете, что мне сейчас не хватает? Мне не хватает 2 волшебников. Как только у меня появляется 2 волшебника, я выставляю, и у меня получается синергия 4 кунг-фу. И, соответственно, 4 кунг-фу, я думаю, это очень мощно будет. Особенно, когда у меня есть Манки Кинг с хорошими довольно-таки предметами. О, там еще один собирает себе тот билд, который я хочу. Кстати, там чел играет через цвет. Это будет проблема. Он дубликатами будет меня душить. Но ничего страшного. Еще, кстати, нежить. Интересно, а что будет собирать нежить? Нормально он меня так разорвал. Неплохо. Опять эти лаги. Боже, как они меня бесят. Фух. Эх. Ой, еще... Ну... Да. Так, ребят, если у меня будут какие-то тупники в этой катке, то я сразу говорю. Эти тупники связаны лишь с тем, что у меня вот такой интернет сейчас. Вот не знаю, что с ним происходит сегодня, но сегодня у него прям аврал. Полный аврал. Кстати, знаете, что я, наверное, распродам сейчас охотников некоторых и поставлю все-таки зверей. Дай бог, ко мне придет сейчас еще один волшебник. Дай бог. Очень хочу. Либо Гримтадшу пришел, либо же Леон, либо же Гранд Геральт. Один из 3 волшебников мне нужен, кровь из носа. Вот. А немного ли? Не, ну немного, да. Всего лишь 4 волшебника есть в игре. 4 волшебника. Все. Тю. Короче, меня немного, ну, бесит эта ситуация с интернетами, поэтому, если вдруг чего я где-то там протупил, то знайте, я отвлекаюсь на интернет. Все, у меня отмазка. У меня отмазка есть, я отвлекаюсь на интернет. Если я вдруг где-то туплю жестко, то проблема это в интернете. Явно не со мной, не с чем-то еще, а именно в интернете. Знаете, это как-то мне писали в комментариях. Ого. Ого. Лондруид. Яйцо я тратить не хочу. Я не буду тратить яйцо. Есть на это объективные причины. Какие? Потому что если придет сейчас мне один Манки Кинг, я его сразу апну через яйцо. Мне целенаправленно он нужен. Кстати, Кошмар собирает себе богов-полуорков. Понимаю. Не знаю, купить себе Лондруида, не купить. Кстати, цветы дубликаты. Ага. Плохо. Сейчас плохо. Ну, хотя ладно. Антимаг решает вопросы. Просто 2000 урона, как с куста. Жалко, Манки Кинг не успел кастануть свою палку, но это уже такое, дело третье. Сейчас 15 раунд, у меня, в принципе, все замечательно. Вот, гадалки не ходил, в принципе, все замечательно. Не знаю, на самом деле, мне что-то кажется, что лучше поставить сейчас фуловое кунг-фу. То есть, вот, не фуловое кунг-фу, имею в виду синергия, а вот просто там поставить 2 Марси. Или оставить так, как есть. Наверное, пока оставлю как есть. Не буду ничего менять, оставлю как есть. Хотя на самом деле, если так посмотреть на мой стол, то очень слабый. То он очень слабый. Пахнет слабостью. Ну вот куда ты кастуешь свою палку, молодой ты человек? Видно, что ты сразу обезьяна. Вот честное слово. Куда ты кастуешь свою палку? Объясни мне. Вот давай сейчас посередине. По 3, давай, по 3. Молодец. Молодец. Посередине, по 3 сейчас. Бей палку.
Да, лучше бы я поставил, наверное, фловое кунг-фу. То есть всех бы кунг-фуистов поставил. Вот, кстати, спасибо. Наконец-то волшебник ко мне пришел. Слава богу! Аж глаз зачухался. Все, сейчас у меня должно быть все замечательно. Спасибо за маску. Так, ладно, я рискну. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Правильно? Правильно. Погнали. Пробуем. Ну, МКБ. Скорость атаки, максимальная точность, все дела. И я, кстати, наверное, пока что МКБ отдам в антимага. Хотя на самом деле лучше не в антимага. Знаете, не получилось у меня повторить тот момент, когда я на 15-м раунде рольнул, у меня появилась сразу мантия. Да. Это было бы, кстати, прикольно, если бы мне сейчас упала мантия. Хотя, на самом деле, я и так этому доволен. Если так объективно посмотреть на всю мою ситуацию, то у меня более-менее все сейчас. Более-менее, потому что у меня и 70 хп есть, как бы. Вот бы ты еще палку, ну, вот, ну, ладно. Если посмотреть на ситуацию со стороны, то у меня, в принципе, все более-менее. У меня 63 хпшки есть, у меня есть деньги, у меня более-менее какая-то уже синергия построилась. Единственное, знаете что? Не упал мне плащ. А так как не упал мне плащ, то плохо. Мне нужна эта мантия короля. Плащ короля буду называть его. Потому что мантия короля как-то, ну вот звучит, но плащ короля намного лучше. Плащ-пальто. Не знаю, я, наверное, поставлю фуловое кунг-фу. Вот максимально больше кунг-фу и антимага. Пусть будет. А вот давайте напишите в комментариях, что вы думаете. Вот как бы, вот насколько бы сильнее сейчас выглядел у меня стол, если бы я поставил всех кунг-фуистов. То есть убрал бы антимага, поставил бы сейчас сверху панду и тому подобное. Вот насколько бы сейчас у меня был сильнее билд, или он был бы намного слабее. Что думаете, напишите в комментах, кстати. Просто инчу за 2 удара загребли. За 2 удара. Не имба. Не, ребят, не, кунг-фу это не имба. Смотрите, просто чела. Я, походу, вынес сейчас благодаря... А, не вынес. Ладно. Но, тем не менее, у него стол был по звездности намного лучше, чем мой сейчас. Но, тем не менее, он откис. Я, кстати, наверное, сейчас выйду из инкама и поставлю зверей. Не. Или да. Я в замешательстве. Вот вроде бы, знаете, поставить зверей это было бы круто. Это буст к урону, это, соответственно, выше шанс, что у меня кунг-фу начнет ваншотать. 4500 урона от Манки Кинга. Понял, принял. Надо паролить немного. Мне нужно МК апнуть. Эх, ладно, раз ты так хочешь ко мне прийти, ну давай, поставлю 4 зверя. Поставлю я 4 зверя, куда уж, ну, надо. Надо. Я, кстати, наверное, пока Марси закерю. Марси будет намного мощнее. Марси будет намного мощнее. Можно было бы, кстати, 6 зверей поставить. В самом деле, если бы я немного раньше об этом... Опять ты лагаешь, алё, еще чел нашел себе хитреца, серьезно? Ну? Ну, по идее, я его должен вынести. Да, я его вынес. Отлично. Минус 13 еще ему по гарбу надавал. Имба. Не знаю, я, наверное, буду ставить все-таки 6 зверей. Под 6 зверьми я буду больше ваншотать, нежели сейчас. Поэтому мне нужно взять 9 уровень. Хотя мне и ролиться надо. Вот, блин, замешательство таком диком. Но сейчас я должен вынести мобов. Без шансов. Еще мне клевер нужен, кстати. Если я найду клевер еще сверху для моей синергии кунг-фу, это будет имба. Кто вдруг не знает, то клевер это имбалансный предмет для кунг-фу. Это единственный предмет, который очень жестко бафает кунг-фу.
Вдруг кто не знает, то чем выше у вас урон, тем, соответственно, больше шансов, что сработает синергия кунг-фу. И чем меньше у хп у противника, тем, соответственно, выше шанс, что сработает синергия кунг-фу. А клевер два этих параметра усилит, то есть повысит им шанс срабатывания. Поэтому это очень жесткий предмет. У-у-у. А это хорошо. А это-то хорошо. Еще и ману плюс 50 возьму. Отлично. Сейчас будет весело. Так, там морской плюс кунг-фу. Интересненько. Интересненько. Мертвецы. Но мертвецы пока что держат топ. Пока что. Воины, кстати, там собираются. Воины-боги. Интересно. Жалко, конечно, что отпечаток божественности убрали. Нельзя сейчас собрать 9 воинов и 4 бога. Это было бы прикольно. Чисто киришь Джаггера себе, как обычно. Собираешь воинов сверху и все. Но, знаете, в чем огромный минус? Кунг-фу на это настолько наплевать, насколько это возможно. А, Кошмар будет играть через богов-полуорков, но он почему-то керит Фуриона. Наверное, предметы не упали. Или я не знаю. Наверное, ему предметы не упали. Это что такое? Раз глаз почухал, два глаз почухал. Бэм-бэм-бэм-бэм. Алло! О! Бум. Обожаю Марси. Все. Ну, Брюс Ли кэшбэк. Кэшбэк на базу. На базу. На базу. Знаете, я, наверное, уже буду потихонечку собирать себе сейчас охотников. Хотя, знаете, не буду так делать. Знаете почему? Сейчас я объясню. Сейчас я вам объясню, почему я так не буду делать. Смотрите, почему я делать так не хочу. Первое. У меня еще нету мантии короля, поэтому намного выгоднее сыграть будет сейчас через зверей. Как только появляется у меня мантия короля, в таком случае я могу перестроиться. И когда я перестроюсь, соответственно, что? Правильно, я могу спокойно делать то, что я хотел. Это кунг-фу. Хотел сказать ведьмаки. Кунг-фу. Охотники. И мантия короля. И керри Манки Кинг. Куда ж без него? Пока что, конечно, Манки Кинг ко мне не приходит. Ну вы просто посмотрите на эту красоту. Насколько она жестко ваншотает всех. А не, ребят, кунг-фу не имба. Не. Не, ну это надо апать. Надо, кстати, паролиться. Где мой Манки Кинг? Вот так, все. Антимага, в принципе, можно продать. На самом деле, я думаю, кто-то такой сейчас сидит и думает: боже, Саня, ты такой билд мог построить себе, ну, раундов 5 назад. Ты уже мог выставить себе 6 зверей и кайфовать от игры, не делая такие ошибки. Ребят, ну, мне нечего, мне некак оправдаться в этом плане. Вот некак, все. Что сделано, то сделано. Главное, это контент. Я в целом планировал о том, что мне рано мантия короля упадет. Но, ой-ё, там инсектоид. Но инсектоида мне бояться вообще нет смысла. В данный момент мне Ничего себе. Прикиньте. Собрал морскую волшебницу в тройку. Но я в этом не вижу никакого смысла собирать ее в тройку. Она максимально бесполезная. От нее пользы ровно 0,0. Боже. Если бы я хотел целенаправленно играть через... Ой-ё. Короче, рофл в том, что если бы я хотел целенаправленно играть через зверей, мне бы так не пришло. А вот тут загвоздка. Я не играл целенаправленно изначально на зверях, и мне шел лон-друид как не в себя. И кто-то может сказать в комментариях: боже, да если бы ты уже собрал ранее лон-друида, ты бы имел побольше количество хп, и, соответственно, винстрик у тебя был побольше. И я с этим согласен. Согласен ровно настолько, как чел нашел себе сейчас Зевса. Ну ничего, мы с ним поговорим. Мы с тобой поговорим, молодой. Да, в любом случае, даже если он сейчас собрал себе
зевсатами и тому подобное, это не имеет никакого смысла. Я в любом случае по итогу хочу 6 охотников, 4 морских поставить. И это будет прям песня. Еще и винстрик, кстати, у меня. Я, кстати, не заметил реально, что у меня винстрик. Мне уже не терпится посмотреть, насколько это будет жестко. Сейчас на 25-м раунде я попробую предмет 4-го тира найти. Найду предмет 4-го тира, будет замечательно. Будет все прекрасно, как никогда. Давайте так, ребят. Как получится у меня сделать этот билд, вы напишите в комментариях, насколько это будет мощно. И давайте так. Пока 25-й раунд, вы поставите сейчас ролик на паузу и напишите, зайду ли я в топ-3, то есть, ну, топ-2, топ-3, либо топ-1. Какое место я займу, имея билд. Ну, вот смотрите, ребят, я целенаправленно сейчас пытаюсь собрать охотников. Целенаправленно. Именно Monkey King, кунг-фу, охотники, и все это приукрашено вишенкой на торте мантия короля. Поэтому вы в комментариях должны написать, какое место я займу, когда я целенаправленно вот так вот пытаюсь собрать этот билд. На самом деле, настолько сильно мне сейчас везет в этой катке, тьфу-тьфу-тьфу, что я прям диву даюсь. Эти все предметы мне не нужны. О май гаш! Ну, кстати, я могу сейчас одну цепочку разобрать. Одну цепочку, пару маны. Ну, в принципе, можно было бы попробовать, да? Жестко, конечно, мне жестко забуксовал. Жестко мне поприходило. Объективно жестко. Хотя на самом деле есть люди, которые Monkey King могут в двойку собрать на 10-м раунде. Вдумайтесь на мгновение. Вот, кстати, инсектоида я должен разорвать без каких-либо... Время контента. Ребята, время контента. Наблюдайте, что сейчас будет. Я когда-то писал в чате Телеграма о том, что Monkey King, если дать Battle Fury, это лютая имба. А теперь давайте мы все это вместе приукрасим чем? Верно, синергией кунг-фу. И на мгновение давайте представим, что сейчас мне в скором времени упадет мантия короля. И я поставлю еще 6 охотников сверху. Да это имба. Смотрите, палка. Бэм! Блин, нет, пока слабо. Пока слабо. Бэм! Да ну блин, нет. Надо... Я хочу вам показать, как это в толпу он закидывает. Вот как это выглядит, когда он закидывает в толпу палку. Вот я хочу на это посмотреть сам. Два антимага, боже. Мне так жестко идет, что я не могу в это поверить. Я бы уже, наверное, антимага собрал в двойку, почти собирал еще одного в двойку. Мне Monkey King хуже идет. Короче. О, а это проблема. Это не то, что... Хорошо, что он ко мне еще, ну, уже приходил. Очень хорошо, что он ко мне приходил. У него посох, у него боги, воины еще и морские сверху. Это будет тяжело. Бэм. Как это приятно за этим наблюдать. Как же приятно за этим наблюдать. Короче, что я хотел сказать по поводу Monkey King и Battle Fury. Ну, кстати, один раунд я могу... А, ладно. Я уже перекликал. Чтобы вы понимали, я не хотел настолько жестко кликать, и в итоге все равно перекликал. А еще я, кстати, не могу попробовать найти предмет 4-го тира. Обидно. Поставлю немного морских пока что для старта, и буду уже потихоньку собирать себе охотников. Мне, наверное, нужна ВР-ка. Короче, кто мне нужен? Медуза, Тайт. Обязательно Медуза Тайт. Это будет у меня 4 морских. Плюс 2 охотника это будет. Мне, наверное, нужна ВР-ка Мирана, потому что в таком случае у меня будет немного эльфов. Но эльфы у меня будут, естественно, на Марсе. А дальше уже как пойдет. Правильно? Правильно. Это уже 4 я назвал. Да, 4 охотника, и надо будет 5. Короче, пока что соберем то, что придет. А, так 5-й охотник у меня будет охотник-зверь. Все, отлично. У меня тогда будет как? У меня будет 2 зверя, 4 морских, 4 кунг-фу и 6 охотников. И забитый нос. Так, бэм, 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 бэм. Бэм. Как же это жестко.
Короче, почему я говорил, что Battle Fury на Monkey King это имба? Смотрите. Во-первых, вы играете через синергию... Я ж чуть не подавился. Ничего себе. Опять этот пинг 1000, серьезно? Серьезно. Ну успокойся, алло, уже все, давай, разлагивай. Кстати, двустволку я отдам сейчас Манки Кингу, как-никак это скорость атаки. Хоть какая-никакая, но это скорость атаки. Так, Зевс. Пойдет. Так вот, вернусь к теме, почему в Манки Кинга это имбалансная палка. Все потому, что когда он кастует палку... Все потому, что когда он кастует палку, есть шанс срабатывания на каждую АОЕ атаке синергию кунг-фу. То есть это по сути Мьёльнир, это по сути как Алое Сердце, как Острый Наруч. То есть, в общем, вы должны понимать, что синергия кунг-фу уничтожает предметами. И в данном случае, когда в Манки Кинге у меня есть БФ, вот смотрите сейчас, что будет. Бэм! Бэм! То фича в том, что когда он начинает юзать свою палку, срабатывать Battle Fury по всем вот этим задетым юнитам, то от каждой вот этой задетой волночки, которая будет разлетаться, есть шанс, что сработает синергия кунг-фу. То есть не только в цель, не только как палка закастуется, а по всем абсолютно. И это на самом деле жестко. Это не то, что жестко, это очень жестко. Я думаю, вы прекрасно меня поняли, что я имел в виду сейчас. Как раз здесь есть... А, так это почти конечная, по-моему, да? По-моему, это конечная. Походу, я даже не успею охотников поставить. На самом деле, я хочу попробовать охотников поставить. Ну вот, смотрите, сделаем сейчас так. Если мне упадет мантия короля, а я думаю, она ко мне упадет когда-нибудь. Как только падает мантия короля, я буду сраливать все свои деньги и пытаться выставить синергию охотников. Мне самому интересно, насколько это будет жестко. Хотя я уже тестировал несколько раз и скажу так, это жестко. Это не то чтобы жестко, это не передать словами, насколько это жестко. А тем самым, кстати, здесь я буду защищен еще немного от магии, потому что морские, они будут поглощать у меня 40% урона от способности. Это неплохо. Это неплохо. Так, отлично. Так, давай, мантия, мантия. Да ну, мантию я попросил. Серьезно? Некромикон? Мантия, смотри, мантия. Ну что, контент пошел. Надо ролиться. Так, сюда, сюда. Ролиться, ролиться, ролиться. Надо ролиться. Много ролиться. Надо много, много, много. Так, сюда. Так, ты остаешься. Ты не нужен. Хотя на самом деле лучше бы я пивную панду продал, но ничего страшного. Так тоже мне пойдет. Так, 6-й охотник. Так, блин, жалко, конечно, такого лундруида было продавать, но лучше продать лундруидам и кайфовать. Ну что, ребят, вы готовы? Я уже готов. Я готов получать тонну эмоций. Давайте посмотрим. Сейчас у меня Манки Кинг считается охотником, демоном. Ну не. Ну только не сейчас. Только не сейчас. Я хочу... Ну, серьезно? $30 000 урона мы это увидели. Спасибо. Но я хотел посмотреть, как это будет выглядеть. Какая боль. Но 30 000 урона я нанес чистого. Ну что ж. Долбанный интернет. Не знаю, я, наверное, полностью сейчас сролюсь. Надо, наверное, полностью сролиться. Я более чем уверен, что игра в скором времени закончится, поэтому я буду полностью ролиться. Мне нужна Мирана, мне нужна сейчас ВРК и желательно Марси в тройку. Шансы есть. Так, одна Марси осталась. Марси. Так, ВРК. Отлично, есть. Так, Муэрто, гуляй.
Через яйцо, короче, апнул. Я не верю в то, что я бы сейчас апнул себе Манки Кинга в тройку, поэтому... По-моему, я бы его апнул в тройку. Хотя нет. У меня всего лишь 2 МК и одно яйцо было, поэтому вряд ли бы я апнул в тройку. Так, смотрите. Давайте. Вот сейчас у меня не должно залагать. Давай. Ну что, погнали? Не. Хитси. Как же тебе повезло. Ну ничего, сейчас я эту ошибку исправлю. Ошибка была в том, что у меня Марси в тройку, и на нее кидалась цепочка. И вот сейчас я немного разъединю их местами, и все будет замечательно. У меня, кстати, почти в тройку панда и почти в тройку охотник-зверь. Хотя на самом деле мне этот охотник-зверь... Точнее, не охотник-зверь, мне эта панда не нужна. Да и охотник-зверь на самом деле мне не нужен. Сейчас, короче, немножечко по сторонам их разъединим. Ибо из-за Марси я проиграл только что раунд. Почему на нее цепочка юзается? Это потому, что у нее сейчас самая большая атака. У нее 320 урона. Так, инсектоид. Сейчас палочка будет моя летать. Ох, у меня сейчас какая будет палочка-выручалочка. Помните, как в детстве мы воевали с крапивой? Вот сейчас я буду воевать с инсектоидом настолько же сильно. Кто-то сейчас в комментарии напишет: да ты дед. Да ты дед уже, алло. Смотрим за контентом. Бэм. Что-то пока как-то туго. Кто понял, что только что произошло? Напишите в комментарии, кто это понял. Если вдруг кто-то не понял, что произошло, то я сейчас постараюсь разъяснить. Я ваншотнул сам себя. А как я себя ваншотнул? Это из-за того, что там 2 никса были с активированной способностью. Ну ладно, на самом деле сейчас очень много зависит от расстановки. Очень многое зависит от расстановки. И, кстати, я сейчас Марси немного в сторону откинул, потому что ко мне должен прийти... он не должен ко мне. Сейчас я опять должен прийти подраться сейчас с инсектоидом. Но я думаю, с инсектоидом мы сейчас разберемся на изи. Но если он меня сейчас опять ваншотнет, я буду в шоке. Мне нужно БКБ по-любому, потому что с БКБ я смогу проигнорить урон Никса. То есть возвратку его смогу проигнорить. Плюс я проигнорю станы. Ну, 2 плюса у меня как минимум есть. Так, ну чё, погнали. Бэм. Не, ну это прикольно выглядит, оцените. И, кстати, хорошо, что у меня есть МКБ. Не было бы МКБ, я бы не... Смотрите, насколько это жестко. Так, один вылетел. Отлично. Нет, не себя. Не ваншотни. Не ваншотни. Чисто чела разорвало только что в чате, и он ливнул. Понимаю. Ну, бывает. Бывает. Да. На самом деле я таких людей не уважаю. Ну, проиграл так проиграл. Осуждаю. Хорошая игра. Ой. Фу, до слез. Но у нее, кстати, жесткие цветы. Я могу проиграть. Если я сейчас еще раз себя так ваншотну жестко, то все. То можно пирожки заказывать на мои похороны. Фух. Боже, у меня еще так нос разболелся. Еще так заложил его жестко. Так, Мирана, отлично. 35-й раунд. Ну все, ребята, я полностью укомплектован. БКБ нашел. Все. Могу я предмет 5? Не могу. Только если рискнуть и попробовать найти вместо цепочки. Но я, если честно, я не особо горю желанием вместо цепочки искать как бы какой-то предмет. Возможно, мне бы пришлось рискнуть. Но понимаете, если сейчас цепочку поменяю на отхил, то что будет? Меня, скорее всего, снесут. Обидно.
Обидно, что я не смог охотника зверя сделать в тройку. Обидно. Ну что, баталия начинается. Сейчас будет весело. Но у него хороший стол. Объективно он достойно дерется. Хороший стол. Классно. Причем он же из самых низов вытащил на этой... Ну, по-моему, да, он из самых низов вытащил. Бэм. 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 Нет. 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 Ух. Что вы понимали только что, если бы я его не ваншотнул, я бы вылетел. Я бы сдох и проиграл эту игру. Но это красиво. Красиво то, что, во-первых, я провел эксперимент и показал вам, насколько это жестко. А во-вторых, красиво это то, что инсектоид через цвет сюда. Прям дожил до такого, вот до такого этапа. Это круто. Это круто. Это была достойная игра, это было очень весело и интересно. Мне, по крайней мере, дико понравилось. Но добавить мне абсолютно здесь нечего. Единственное, что я скажу, это реально очень жестко и очень сильно. Я хочу напомнить. Мантия короля передает все синергии в одну. То есть, если у вас есть Манки Кинг, вы берете охотников, вы берете... демон у меня был в данном случае через волшебников, то у меня Манки Кинг, мало ли того, что кунг-фу бил чистым уроном, так он еще и с руки бил чистым уроном. А под синергией охотников он набивал очень быстро свою тычку и почти постоянно юзал свою палку. Это было круто. Это вот... Бэм, бэм, бэм. Может быть, если бы у меня какие-то еще предметы другие были, хотя на самом деле у меня довольно-таки сильные предметы были. Возможно, мне для капа там не хватило Мьёльнира вместо Гиперстона. И бессмертия. Но только бессмертие вместо чего? Вместо БФа я не хочу, потому что если бы у меня не было БФа, я бы не смог так быстро чистить стол против инсектоида. Я напомню, что кунг-фу убивает предметами. А был бы у меня, кстати, Мьёльнир, если бы меня били, то, соответственно, молния могла их ваншотать. Короче, что думаете по поводу этой каточки, вы напишите в комментариях. Я хочу напомнить, 50 лайков под этим роликом, и я буду реализовывать довольно-таки старую сборку. Это драконы, рыцари, маги. Сейчас, к сожалению, она не актуальна именно из-за рыцарей, потому что рыцари это... Ну, вы сами понимаете, что это. Всем огромное спасибо за просмотр, и не забываем подписаться на мой канал на YouTube и Telegram. Telegram закреплен в комментариях. Всем удачи!